котяра. Кс-кс-кс-кс. Какой жирный. Сметанный ел, наверное, да? На сметане выращенный кот. Как громко мурчит. Просто послушайте, как он мурчит. Такое ощущение, что попал на Versus Battle. Снег, конечно, мокрый. Я не знаю, выдержат ботинки. Ну чё, привет, друзья. Зима от нас уходит. Снег тает. Становится мокрым, тяжелым, неприятным. Но мы опять в пути. Возвращаемся на ту деревню, которую сняли видео. Посмотрим, что с ней стало сейчас. Раньше там было около 50 домов, по информации. Сейчас остался всего один местный житель. Что хотел сказать. На ютубе появилась одна функция. Появилась она относительно недавно. Называется «Сообщество», где можно публиковать разную информацию оперативно с места прям съемок. Либо проводить какие-то опросы, голосования о нововведениях разных рубрик. Но дело в том, что она доступна после 10 тысяч подписчиков на канале. Как известно, у меня сейчас около 4000 человек. Поэтому я прошу своих многоуважаемых подписчиков распространить наше видео, показать их своим друзьям, подругам, попросить подписаться на канал. Если хотя бы от каждого человека по одному человеку дополнительно придет, то мы будем ближе к своей цели. Будет интереснее намного на канале. Канал будет живее от этого. Поэтому, пожалуйста, распространите, помогите развиться каналу. Ну а мы продолжаем съемку. Впереди та самая бобровая плотина. И много собачьих следов, очень много собачьих следов вижу. Ага, тут прям уже начинается болото. Но мы не переживайте, мы в принципе в прошлый раз прошли, не потонули. Значит, и в этот раз будет все в порядке. Надеюсь. Надеюсь. Такой забор живой. Живая изгородь. Нет, смотри, собачьих следов очень много. У тебя перцовый баллончик с собой? Да, как всегда. Иди, Сусанин. Идешь, постоянно вода. Еще снег начал таять. Ботинки уже, в принципе, промокли. Вот, дорога через поле. Или это просто поле так прокапано? Ух, ё-моё. Ну, нам, в принципе, вон в ту деревню. Вон они уже дома брошенные стоят. Осталось перейти овраг, и мы уже у цели. Больше тратим сил и времени, конечно, на поход. На великах летом быстрее сел и доехал. Здесь пешочком по снегу. Так что готовьте чай и приятного просмотра. Зимой чай как никогда актуален за просмотром таких видосиков. Так, надеюсь, нам сейчас не придется речку переплывать. Как говорится, локоть близко не укусишь. Походу там вода. Пойдем посмотрим, спустимся вот здесь. Вон по бревну можно перейти.
Акробатические трюки. Ой. Мне кажется, там можно где-нибудь пройти. Тут поуже. Нет. Да здесь можно пройти, Дим. Главное, наступи аккуратно. Где ты перешел? Как? Вон стоит. Вижу. Следы видишь? Телефона, мать. Понятно. Просто наступи до нее, дотянись. На палку, обопрись на нее. О, не советую опираться. О, вот так, держи. Ну, упрись там где-нибудь, где не скользко. С той стороны попробуй упрись. Вот Сейчас. смотри, это скользко, очень скользкое. Вот это? Да. Так. Все. Это точно надо вырезать. Не ссы, я брежу так, как будто с первого раза прошел. Ну, видно, сюда наведывались кладоискатели. Чтоб вас... этот дом горел. Грибки противные, мокрые. Фу. Ботинки. Ты даже не знаешь, сколько их на тебя. Я боюсь выяснять эту страшную тайну. Ну здесь абсолютно ничего нету. Абсолютно все разломали. Печка только осталась. Хотя дом заколачивали жестью, чтоб ничего не украли, не залезли. Но, как видим, это не спасло. У старых хозяев осталась только одна книга. Вопросы профсоюзной работы. Консультации, комментарии, ответы на вопросы. Профсоюз, 65-й год. Больше ничего. От слова вообще ничего. Может, другие дома больше сохранились. Это что, был засов, что ли, такой? На двери дата стоит, смотри. 1989 год. Нет, это не засов. Правильно знать, что это было. Что это использовалось. А петли до сих пор не скрипят. Смазанные. Да. Из красного кирпича дом хороший был. Рядом стоит сгоревший дом. Тоже ничего в себе. Даже это не дом, это, по-моему, сарай. Или дом, просто сено осыпалось. Кстати, посмотрите, как устроены стены. Между кирпичами засыпаны. Утеплитель засыпан.
Сюда лучше не заходить, а то снег башка упадет, совсем мертвый будешь. Окна зашпаклеванные стоят. Готовились к зиме. Но почему-то бросили дом. Что-то внутри есть. По-моему, дом был на 2 хозяев, мне кажется. Просто 1 вход. Так, очень много досок перевернутыми гвоздями вверх. Смотри, аккуратней. Икона лежит на столе. Чайничек на подоконнике. Дулево, торговая марка. Там муха спит. В чайничке муха спит. Зимует. Крышевка крутая. Доктор. Пицца. Ух ты. Крыша течет, все с потолка капает. На окошке иконы приклеены. Очень много в доме икон. Кассета была раньше. Аудио. Шапочка. Куча вещей сбросанных. Пустой шкаф. Печку разгромили. Ничего нету. Рубашка. Редко получается находить удивительные дома, в которых что-то сохранилось. В основном дома с гвоздями. В основном дома в разрушенном состоянии. Так, оттуда-то стариной пахнуло. Но я думаю, в этот дом не стоит даже заходить. Видимо, он вообще полностью разрушен. Остался один остов. Если даже что-то было, ну, либо под снегом уже давно лежит, либо сгнило со временем от дождей и осадков. Опа! По-моему, там эти... Что за птицы-то? Ты глянь, ты глянь. Это не голуби какие-то, я даже не знаю, кто это. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Камера, камера. Ой. Не улетайте, пожалуйста. Сова. Блин, не успел фотнуть, улетела. Собака. Не видишь еще?
Тут тоже дом исчез вместе со своей историей. Одна печная труба осталась торчать. Интересное крыльцо было. Такое аутентичное. Полностью сгнившее крыльцо. Я такую не встречал форму домов. Форму, блин, как это? Планировку. Да, планировку. Последний календарь 2002 года. 11 ноября. В середине комнаты лежит матрац. Печка довольно стоит нормальная. Странно, что ее не расколотили еще. Хотя тут вон повытаскивали уже все, что можно с этой стороны. Умывальник стоит. Дома пустые. Провода висят, хотя только уже одна фаза висит, по-моему, на проводах. Ты глянь, это, по-моему, жилой дом. Как я рад, что здесь кто-то есть живой. Здравствуйте. Через порог не Да. Как у вас дела? Как живете тут? Ну, плягонько живем в глухомане. Хозяева! Брат приехал, хоть дровишки немного что подпилили. И свет видишь на одном проводе. Да, я смотрю, фаза, да, одна только висит. Ну, слабее. Мгм. А продукты как вообще? Ну, продукт не в магазине. Тут вообще есть еще кто-то живой? Ну, он пчеловод, но он в балом живет, только пчел держит и все. Да, мы побросали глухомань, видишь. Вначале-то даченьку здесь москвичи жили. А почему побросали? Грязь, допираться. Сожительница делает. Тоже парализовал. Парализованный лежит? А в больнице что, не обращаетесь? Ну, а больница сколько она была-то? Она так порядочно. Непутевый сынок забрал ее вдову. Вот ее оттуда вытащил. Я мне мать нужна, а деньги нужны. Ясно. Руки-то заняты, палками еще помогаешь на лыжонок. Зачет с малый. На лыжах, да, ходите Да. за продуктами? Не тайга мне такие. Лесные окопы. Ну широкие, да, такие широкие. Да, вот такие. Дим, шоколад есть? Мы вам гостинцев оставим, да пойдем. О, заготовлено хорошо. О, лыжонок какой. Во, да, я в таких в детстве с отцом ходил. Ну вот, сутеньки. А так-то она мне как форсунка печь-то горит. Да я ценность не прикрываю. Здравствуйте. С Липецка. Мы снимаем репортажи про деревни заброшенные. Липецк, я там не жил, а раньше совхоз не развален, на тракторный ездил, Ага, работал. на тракторном работали, да?
А сейчас вообще как пенсия, не пенсия получаете? Пенсию получаю. Вам сюда привозят ее? Да не я в городе. Я тоже на пенсии. Я 59-го. Я 55-го. Я за 6-й год я на пенсии пошел. А как за пенсию? Ездите куда? Ну, в городе банки получаю. О, это вам в город надо добираться, да. А долго Ну, и отсюда? не каждый раз. 12 километров до города. Ну, Водой в Донков, да? Чисто. Ну, оттуда, когда дорогу, если такси довезет, допустим. А так на пенсии не был, на своих ногах. Ну, если нужны собачки, я могу, в принципе, поспрашивать. Может быть, в будущем, как буду здесь проезжать опять, снимать, привезу вам щеночка кого-нибудь. Да любую, желательно даже взрослый с питомным. Подох, он лиса укусила. Да я ему говорил, Лев, жалко, мучился сколько на ипен сорта у собаки-то. А привычку я не сделал. Так мне продукт и брат помогает. Брат на Тульской земле фермер. Вот такая система. Хорошо, хорошо, хоть есть кто помогает, кто привозит. Не забыли вас. Мне брат 64 года, он умер. Да ладно, умер в день в клетке сидеть, брат какой. Он без приключений не может. А печка у вас в этом помещении находится или Да там? вот маленькая печка. Но она мне хорошо горит. Мгм. Так я все могу делать. Интересно, незаметная печка такая. И по кузнечному. Ну, понятно. Так ты пил, а почему квасил? Я и в тачках разбираюсь. И ну, он не том, что собрать, а разобрать не разберет. А я с детства и моделью увлекался. Ну, вот так вот. А сколько здесь раньше было домов? Домов тут много было. Тут один к одному. Домов 50 с лишним. Жителей много, магазин был, все было. Да. Школа, наверное, тоже была. Была до 4 классов. А так перехвалька была. Перехваль центра, ну, к нам. Ну да. Все развалилось. Счастливо. Не болейте, выздоравливайте. Ну, ничего вроде. Легонько жить надо. На любовь хватит, боюсь, ты не бросишь. Я что ж я сволочь. последний. Ну, вы молодец. Я вперед сам умру. Но любка не брошу. Хорошо. Она мне что- плохая женщина. Ладно, до свидания.